Сегодня рестайлинг Mercedes S-класса. Самый масштабный рестайлинг за всю историю марки. Нам обещали 2700 новых деталей. По сути, машину разобрали до основания и собрали заново. Давайте посмотрим, что реально изменилось. Экстерьер, интерьер и, конечно, динамика. И сегодня у нас очень эксклюзивная отделка. Экстерьер, интерьер. Этот новый теплый серый цвет. Я даже постарался одеться в тон. Думаю, красивое сочетание с интерьером. Наверное, один из самых красивых вариантов отделки S-класса. И здесь есть отсылки к прошлым моделям. К 116 и, конечно, к легендарной 126. Мы немного окунаемся в историю S-класса. Плюс немного сравниваем с недавним рестайлингом BMW 7 серии. Они вышли почти одновременно. Честно говоря, есть ощущение, которое можно назвать виноватым удовольствием. С Томасом авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Рестайлинг S-класса теперь со звездами спереди. Mercedes, конечно, любит играть со звездами. Это сенсорная пластина, здесь сосредоточены все датчики. Одна деталь, которая меня немного смущает, вот эта черная маска. Она визуально связывает элементы передка. Но в цвете кузова это смотрелось бы лучше, по-моему. Или как вы думаете? По крайней мере, я поначалу боялся, что на всех версиях она будет черной. Но нет, здесь она в цвет кузова. Звезда Mercedes стоит вертикально. Это классический стиль. На AMG Line ее нет, но в классическом исполнении есть. И теперь с рестайлингом она может быть подсвечена. Пока не для европейского рынка, но, например, для некоторых других. Также доступен обновленный Digital Light с матричными LED-фарами. И даже если у вас нет Digital Light, внутри сохраняется этот звездный рисунок. Да, звезды теперь буквально везде в этой машине. Интересный момент по длине. У нас сегодня две версии. S-класс с длинной базой 5,32 метра. А вот та, что перед нами, с короткой базой, чтобы показать разницу. Короткая база 5,19 метра или 204 дюйма. Разница в динамике, скажу сразу. Можно заказать задние управляемые колеса. 4,5 градуса. Вначале они поворачивают в противоположную сторону, потом доступно обновление прошивки до 10 градусов. На этом автомобиле как раз установлено это обновление. Колеса поворачиваются в противоположном направлении очень активно. Всегда важно говорить о платных программных обновлениях. Некоторые функции теперь идут в стандарте, но за них все равно нужно доплачивать. Хотя все железо уже установлено в машине. Итак, 20-дюймовые диски. Смотрится хорошо, и мне правда нравится этот цвет. Alpine Grey был бы чуть светлее. Размер дисков от 18 до максимум 21 дюйма. 18, как правило, зимний вариант. Новые задние фонари с рисунком в виде звезды. Кстати, они не совсем CI, в фирменном стиле. Регуляции пока этого не допускает. Хотя логотип соответствует. S500. О двигателе поговорим чуть позже. Здесь также полный привод с задним смещением. Но посмотрим. Выхлопные патрубки утоплены внутрь, а внешний декоративный элемент немного преувеличен. E-Matic, пневматическая подвеска идет в стандарте. Опционально E-Active Body Control. Эта система позволяет наклонять кузов в поворотах и так далее. Но без нее тоже можно. Стандартная пневмоподвеска с класса уже сама по себе прекрасна. Теперь заглянем под капот. S500 звучит как V8. И 4-литровый V8 все еще существует. Это уже S580. Здесь S500 это 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель. Топовый мотор для рядной шестерки. 450 лошадиных сил. Плюс дополнительный электрический буст. Все двигатели теперь система мягкого гибрида. Так что здесь есть буст от мягкого гибрида. 3-литровая шестерка, также базовый бензиновый мотор. Ну и 4-литровый V8 по-прежнему доступен.
На дизельной стороне 3-литровый дизель с разными показателями мощности. Теперь интерьер. Мы перешли внутрь, потому что на следующий день дождь. В Гамбурге это норма. Никаких исключений. Зато сегодня лучше видно световые эффекты. Вот, например, эти проекторы снизу у подножек. Здесь настоящий проектор в нижней части двери. Неожиданно и нетипично. И скрытые ручки дверей. Когда дотрагиваешься до двери, на самом деле здорово. Я не люблю скрытые ручки как таковые. Предпочитаю классику. Но световой эффект здесь очень красиво сделан. И надо признать, когда они работают, это впечатляет. Плюс в случае аварии они сначала выдвигаются сами. Ну и конечно звук закрытия двери. Это что-то особенное. И дело не только в этом. Задняя дверь имеет очень характерный низкочастотный тон. Причем здесь не просто красивый звук. Здесь сохраняется связь с прошлыми моделями. Из самых первых S-классов. Из 126 вы ее знаете. У нас рядом стоит и очень ранняя 280 SE. Вон там на заднем плане. Один из самых легендарных автомобилей всех времен. И внутри нас ждет еще один сюрприз. Об этом нужно обязательно поговорить. И для меня это имеет особое значение, если честно. Итак, внутри все мягкое, приятное на ощупь. Красивое матовое дерево, доступны разные варианты декора. Мне очень нравится это матовое дерево в данной отделке. Классические клавиши стеклоподъемников и зеркал, все понятно и логично. Нижняя часть тоже отделана, не просто черный жесткий пластик. Для меня это тоже важно. И подсвеченный шильдик Mercedes-Benz на пороге. Руль, здесь есть нюанс, о котором поговорим. Главное, вернули кнопки качельки. Вот она, качелька, и справа роли громкости. Это снова дает ощущение качества. Очень важная деталь. Видно, что Mercedes прислушался к обратной связи. Сам руль, кстати, в этой отделке очень мягкий. И не сразу понимаешь разницу. Ну, понимаешь, по внешнему виду. Но на ощупь, по-моему, это даже лучше, чем кожа. Новая концепция сидений. Первое обновление с рестайлингом. Вот один из вариантов отделки. Льняная ткань с фирменной строчкой. Видите, такой стеганый, очень мягкий. Просто потрясающий. Лия уже говорит, что происходит. Ощущение невероятно высокого класса. Это правда поразительно. Снаружи высококачественная искусственная кожа. Итого салон полностью без кожи животных в этой отделке. И помимо этого он невероятно удобный, просто супер. Это самое удобное сиденье с класса, в котором я когда-либо сидел. Удобнее, чем в 7 серии. Ну, сиденья 7 серии, они тоже очень хороши, надо признать. Так что придется как-нибудь сделать сравнение по-настоящему. И еще подголовник из микрофибры. Это отсылка к 116, где были такие же варианты. По сути, та же концепция, что и у более доступных моделей тех лет. А потом и в 126 тоже. Похоже на то, что встречается в топовых тканевых отделках. И это было восхитительно. Всегда вершина роскоши, потому что ткань дышит пассивно. Раньше нужны были мощные системы вентиляции сидений. Но этот материал сам по себе лучше для сидения. И в мороз не холодный. Кстати, это сиденье можно не только обогревать, но и охлаждать. И одновременно. Массаж, если хотите. Охлаждаемое тканевое сиденье. С практической точки зрения это лучший вариант. Разве что вы постоянно что-то проливаете, тогда, конечно, искусственная кожа удобнее, да. Я всегда говорю, для мирового успеха важно иметь альтернативы из искусственной кожи.
Особенно на некоторых азиатских рынках, где ткань воспринимается как что-то менее статусное, что неверно, кстати. Но чтобы охватить всех покупателей, хорошо иметь и то, и другое. Искусственная кожа сейчас действительно топового уровня. Mercedes недавно сам не подтвердил. Натуральная кожа сейчас жестче, чем современная искусственная. Поэтому в новых моделях под натуральной кожу добавляют дополнительный слой пены. Потому что она жестче современного кожзама. А кожзам все равно мягче. Но чтобы покупатель не замечал разницы между мягким кожзамом и поверхностью натуральной кожи, под нее добавляют пену. Технология такая, отрицательный эффект, скажем так. Но если объективно, тканевое сиденье оправдано. Пока непонятно, будет ли оно доступно на всех рынках. Я бы давил на свой рынок, на своего дилера. Честно, это лучшее сиденье, которое когда-либо было в S-классе. И это оправдано. И перекликается со старыми моделями, которые стоят рядом. Кстати, королева Елизавета никогда не ездила на кожаных сиденьях. Это было слишком неудобно. Всегда специальная тканевая отделка. И только место водителя в передней части было кожаным, ради долговечности. Очень интересная деталь. И честно, я просто хочу продолжить здесь сидеть. Как вы, наверное, уже заметили. Цвет называется штормовой серый. И он совпадает с кузовом. Редко бывает так, что цвет экстерьера и сидений идут в одном тоне. Если возьмете другой цвет кузова, интерьер останется таким же. Если Alpine Grey, будет немного по-другому. Черный снаружи тоже нормально. Синий, думаю, тоже хорошо сочетается. В целом хороший выбор. Серый обычно подходит ко всему, но именно эта комбинация, вероятно, одна из лучших. Кокпит и новые функции рестайлинга. Вот этот символ. Ремень безопасности с подогревом. Когда включаете подогрев сидения, ремень тоже нагревается. 44 градуса Цельсия или 111 градусов по Фаренгейту. Кстати, недавно у нас был разговор. Как пересчитывать Цельсий и Фаренгейт? Эмпирическое правило. Умножаешь на 2 и прибавляешь 30. То есть 30 градусов умножить на 2, 60, плюс 30, 90 по Фаренгейту. Приблизительно, но работает. И обратно делишь и вычитаешь. Но в любом случае ремень греется очень ощутимо. Температура именно такая. Потому что нагревательный кабель идет прямо через застежку. При этом подогрев сидения очень мощный. Охлаждение тоже можно включать одновременно. Летом или когда снимаешь весь день в разных форматах, и тебе не холодно, но включаешь вентиляцию. И все работает очень хорошо. Короче говоря, вы готовы к любому климату. Возможно, вы уже заметили. Здесь сохранилась классическая панорамная крыша. Это приятно. И эти специальные элементы контурной подсветки тоже хорошо смотрятся, и их можно приглушить. Вот это здорово. И нижняя зона тоже может подсвечиваться. Нам бы еще одну руку, настроить цвет с нужного угла. Можно чуть сдвинуть в определенную сторону. Центральная консоль тоже переработана. С точки зрения практичности, здесь новые беспроводные зарядные панели, их две. Внизу место для хранения вещей, например. Но управление сенсорное не мой любимый вариант. Зато люблю эту консоль с матовым деревом. Илья, кстати, хочет именно такую фактуру, с этим особым рисунком. Светлое дерево тоже доступно в разных вариантах. Здесь один открытый отсек и два USB-C.
стало чище, чем раньше. И смартфон уже не нужно убирать назад. А где же они? Не нашел сразу. Теперь все логичнее. И один из моих любимых элементов – подсветка подстаканников. И сами подстаканники лучшие в индустрии. Хороший дизайн. Раньше я постоянно их критиковал, они были неудобными. Бутылку ставишь, и она болтается. Не держит нормально. Сейчас послушали обратную связь и сделали отличные подстаканники. Детали важны. Когда покупаешь машину за 100 тысяч, 150 тысяч евро и подстаканники подводят, невольно думаешь, за что я плачу. Для кого-то это мелочь, но в повседневной жизни очень важно. Рядом с подогревом ремня еще и подогрев зоны подлокотника. Левая зона локтя и центральный подлокотник тоже греются вместе с подогревом сидения. Тоже приятная деталь. Стандартный раздельный подлокотник. Внизу место для зарядки ноутбука. Здесь, как обычно, лежит демо-кабель. Это приложение Mercedes. Интересный момент. Несмотря на то, что здесь только мягкий гибрид, предварительный климат-контроль работает. Если вы немного накопили рекуперацию. Подключить внешнюю зарядку нельзя. Но если поездили достаточно и рекуперировали, предварительный прогрев работает. Полезно знать, правда? Теперь экраны. Смотрите. Когда меняя температуру, синий или красный. Можно и отключить, если не нужно. Но выглядит, конечно, эффектно. Центральный экран теперь больше 14 дюймов в горизонтальной ориентации и 12,3 дюймовый экран со стороны пассажира. Кому нужно, пожалуйста. Мне лично не нужно, кому-то понравится. Обновленная цифровая панель приборов в более классическом обрамлении, с трехмерным эффектом. На камере не видно, но вживую заметно. Классическая качалка и ролик по-прежнему здесь. Нижняя зона по-прежнему сенсорная, увы. Листаешь вверх-вниз или влево-вправо, иногда промахиваешься. Не мой любимый элемент управления, это точно. Карта тоже в горизонтальном формате. Выглядит, конечно, стильно. Проекционный дисплей тоже есть. На главном экране блок климат-контроля. Да, климат здесь есть. Но он стал меньше, чем раньше. Раньше было больше и удобнее дотягиваться. Это шаг назад. Вот меню массажа сидения можно проверить. О, вау. Это отдельные точки воздействия. Довольно интенсивно. Мне нравится. Очень продуманный массаж здесь. Вау, становится еще лучше. Наверное, придется доснять это потом, а пока просто наслаждаться. Массажем сидения можно рекомендовать. Новое главное меню. Управление действительно стало удобнее. И визуально приятнее. Фон не нужно покупать отдельно, в отличие от Audi. Одна заметная особенность Mercedes – вот это. Много черных рамок вокруг экранов. Критиковали многие. И мне тоже не очень нравится. Хотя в остальном количество черного пластика не только на консоли вполне нормально. Илья, кстати, говорит, что это похоже на что-то с недостающей деталью. И еще что похоже на рот монстра. Это задние воздуховоды, кстати, простите. Задние дефлекторы. Есть вентиляция задних сидений? Наверное, нет. Была бы хорошая идея. Ну, в общем, задние дефлекторы. Интересно, они... Детям точно понравится с ними играть. Плюс снова много контурной подсветки.
Да, этому всегда уделяют много внимания. В целом рестайлинг сделан очень хорошо. Интерьер явный прогресс. Точно, да. С некоторыми исключениями. Сенсорные зоны на руле и в климате лишние. Вот это было бы хорошо убрать. И нормальная физическая панель климата, я бы этого очень хотел. Это то, чего мне все еще не хватает. Из того, что было в очень старых моделях, которые мы здесь видим. Кстати, здесь отличная камера. И вот смотрите. Когда я нахожусь между двумя линиями разметки на парковке, видно красную метку. Вот для правого колеса. И только когда я точно встаю в нужную позицию. Здорово, правда? Ну вот. Конечно, это при ручном управлении. И здесь, и здесь. Просто нажимайте кнопку, и машина паркуется сама. Посмотрим, как справиться. О, быстро. Вот это да. Надеюсь, не вдарит. Не вдарит? Смотрите. Конечно, здесь мы не останемся. Это место для электромобилей. Наш CLA сейчас заряжается, кстати. Посмотрим, как машина корректирует траекторию. Да, здесь я мог бы занять позицию лучше, исправить раньше. Думаю, машину немного смутил этот столб. Надо было заехать чуть иначе. Но в целом сделано хорошо. И если не хотите парковаться сами, однозначно удобная функция. Кстати, когда выключаешь машину, включается световое шоу. Можно выбрать разные варианты. Это проецирует Digital Light. Ламинированное стекло здесь сзади. Для лучшей звукоизоляции. И я уже снял обувь. Там есть кое-что приятное. Отсюда можно электрически регулировать спинку переднего сиденья. То есть можно подвинуть ее прямо с заднего ряда. Так максимально удобно. И угол наклона тоже регулируется. Приятно. Снова красивая льняная ткань роскошного качества и подголовник из микрофибры. Самая комфортная конфигурация для заднего ряда. И даже в короткобазном S-классе есть кое-что. Нажимаешь вот эту кнопку, и можно подвинуть переднее сиденье прямо с заднего ряда. Удобно. И места по-прежнему достаточно. Функции плоского сложения нет. Она доступна только в длиннобазной версии. Мы недавно показывали это в студии. Ну и так, очень комфортная посадка. А теперь я пересяду вперед. Покажу, сколько места остается у водителя. Без проблем. В длиннобазной, конечно, места еще больше. Но и здесь плюс по сравнению с некоторыми конкурентами. Даже с высоким водителем спереди у пассажира сзади достаточно пространства. Красивая контурная подсветка тоже здесь. Система Burmester, об этом поговорим отдельно. Карманы задних дверей. Тоже хорошего качества. На среднем месте теоретически можно сидеть. Ну да, можете посмеяться надо мной. Я знаю, вы это любите делать. Но можно и так. Сложить подголовник. Получается небольшой столик с местом внизу. И также открывается люк для лыж. Пространства над головой достаточно. Хорошее замечание от Лии. Да, с моим ростом без проблем. И тест системы Burmester. Да, потрясающий звук. И особенно приятно теперь электронная музыка звучит значительно лучше. Раньше система лучше работала с живыми записями. Теперь Spotify, Apple Music и все подобное зазвучало иначе. Интересный момент. Кстати, это просто мы это заметили, да. Очень-очень высокий уровень. Правда, мы приехали на новом CLA, у которого тоже Burmester. И здесь две ступени. Базовая 3D система Burmester и опциональная 4D. В CLA чуть больше динамиков. И это последнее поколение.
Так что Бурмистр в CLA, но здесь просто лучше. Так что Бурмистр в CLA, но здесь просто лучше. Все лучше и лучше, да. Если только не взять опцию. Опциональная 4D система Бурмистр с динамиками 31 или около того. Да, это как? Я специально проверил. Это правда впечатляет. Очень интересно. Если я правильно помню, в базовой 3D 15 динамиков. 15. А в опциональной 4D для S-класса 31 динамик и 1750 Вт. Это уже совсем другой уровень. Интересно, что у каждого нового поколения базовой версии Бурмистр оказывается лучше предыдущей. Здесь, правда, нужно смотреть внимательно. Базовый Бурмистр в S-классе уже очень хорошо, но опция, конечно, поднимает планку еще выше. Видите верхний твиттер? В CLA система Бурмистр стоит дороже на несколько тысяч евро. И вау, это уровень. Да-да, правда здорово. Разница слышна. Базовая 3D система уже звучит потрясающе. Кстати, о 3D и 4D. В мультимедийной системе можно заставить сиденье вибрировать. По-моему, излишне. Ну, если хотите, да, мне не нужно. Может вам понравится. Но оно есть. Включается и выключается. Да, но это не суть. Разница не в 3D и 4D, суть в количестве динамиков и мощности. И верхний твиттер слышно особенно в этом объемном ощущении. Еще более впечатляющий звук. Об этом, конечно, нужно поговорить подробнее, потому что новое приложение Бурмистр это правда сильно. Да, очень сложно это передать в записи. Нужно слушать живым ухом. На бумаге, наверное, убедительно. Понятно, что со всеми ваттами в теории лучше, но вопрос. Когда уже на таком уровне, что вообще слышит человеческое ухо? Да, что вообще возможно, понимаете? Так что да, очевидно, что S-класс поднимает планку еще выше. Но учитывая, что в CLA тоже Бурмистр, и это невероятный результат. Даже если формально этот вариант значительно лучше на бумаге, не факт, что разница оправдывает доплату по сравнению с базовой версией в CLA. Базовый Бурмистр в S-класс лучше, чем в CLA. Но CLA настолько хорош, что, наверное, только если вы преподаватель музыки, разницу можно прочувствовать. Для остальных сложно услышать, что что-то может быть лучше CLA, потому что уровень у всех очень высокий уже, но интересно сравнить вживую. Вот для сравнения длиннобазовая версия модель V223 для рынка Северной Америки. И посмотрите, как я сижу. Раньше было вот так. А теперь, конечно, пространство для ног значительно больше длиннобазовой. Еще одна разница – опциональный расширенный пакет роскоши. Когда нажимаешь вот эту кнопку, да, вот эту, если удерживать, сиденье уходит еще дальше. Ну, примерно до этой точки, и в другой версии тоже. Но главное отличие, конечно, пространство для ног. Вот в чем разница. Сиденье немного уходит вперед. Это раздвигается, и нам нужно немного света, чтобы показать в дневное время, да. Единственный момент, о котором я уже говорил, не могу полностью вытянуть ноги. Конечно, места вполне хватает. Но вот в чем дело. Даже в длинной базовой версии, при моих 189 сантиметрах, не хватает вот этой подставки для ног, которая есть, например, в BMW 7 серии. Там можно вытянуть ноги полностью.
Конечно, если водитель невысокий, проблем нет, но есть один прием. Нажимаем вот эту кнопку, используя выдвижные подножки. Из этой позиции водитель еще видит зеркало, но можно подвинуть сиденье вперед и освободить пространство для ног. Правда, это немного перекроет обзор для водителя. В большинстве стран это еще допустимо. Вытянуть ноги полностью. Да-да. Обзор водителя это всегда вопрос. Может, скажете, 2 зеркал достаточно? Я так делаю, когда стою или иногда в положении для вождения при движении. Так что да, водитель, наверное, тоже так сказал бы. Как по мне. Или вы как думаете? Теперь багажник. Кстати, обожаю эти 20-дюймовые диски. Смотрится очень выразительно, правда? Красивый боковой профиль. Итак, багажник, классический седан. Измеряю сейчас. Ширина метр или 40 дюймов. Высоты достаточно в верхней части, но не в нижней. Для ручной клади места еще хватает. Дальше сужается. Высота здесь 55 сантиметров или 22 дюйма. Можно откинуть пол и получить дополнительное пространство. И да, можно загружать через лыжный люк, он тоже доступен. Я хотел начать с этой мостовой. Пневмоподвеска сглаживает ее великолепно. И вот что интересно. Я бы сказал, E-класс и S-класс немного конкурируют между собой по уровню комфорта в максимальных настройках. E-класс и S-класс у обеих очень характерная манера езды. Садишься и понимаешь. Это E-класс, это S-класс. Именно по ощущению, когда они оснащены пневмоподвеской. Вот как ты чувствуешь эту машину. Когда начинаешь ехать, как бы открываешь глаза и смотришь на дорогу. Здесь это всегда особое ощущение. Я помню тест-драйвы на заводе. 116, 126. Смотришь вперед на капот и видишь этот характерный изгиб, силуэт и понимаешь, где ты находишься. Это совершенно особое чувство. Ну и немецкий автобан у нас сегодня есть. Этот автомобиль здесь как дома. Левый ряд тоже свободен. Да, можно. Это невероятно. Ремень просто становится горячим. Я думаю, боже, рука горит. Что происходит? Что с ремнем? Подождите, вот оно. Это Лия. Она включила подогрев сиденья раньше. Да, а в двойном варианте становится реально жарко. Нельзя включить отдельно. Когда включается подогрев сиденья, подогрев ремня и подогрев руля тоже активируются. Отдельной кнопки для руля нет. Ну вот в чем нюанс. И это реально здорово для женщин, когда, скажем так, не лучший день и теплый ремень, это очень приятно. Да, это как... Ну знаете, как грелка. Которую берешь с собой в постель в холодное время. Так что это аргумент. Можно, кстати, попробовать голосовым управлением. Эй, Мерседес. Чем могу помочь? Активирую подогрев ремня. Хорошо. Включаю подогрев ремня и активирую подогрев. То есть он включает подогрев ремня, но заодно активирует и подогрев сиденья. Но вот что должно работать? Эй, Мерседес. Подогрев.
Снова активирую подогрев руля. Подогрев рулевого колеса включен. Ну вот, сработало. То есть работает по отдельности, но нужно делать поочередно. И вот в чем дело. Хочу смотреть что-то и просто нажать кнопку. Mercedes говорит, используй голосовое управление. Да, это возможно. Но иногда проще нажать кнопку. Ну ладно, берем микрофон. Конечно, нужно учитывать условия. Дождливый день в Гамбурге. Много трафика на Альстере, кстати. Вот как это выглядит сверху. Да, красиво. Это так называемый Аусин-Альстер. Озеро. И рядом внутренний Альстер. Биннен-Альстер. Вот его видно. Это прямо в центре города. Отлично расслабляет. В городе меняешь полосы. Машина большая. Да, но ездить приятно. Конечно, суперспортивной ее не назовешь. Руль достаточно острый. Но здесь все как дома. Сиденье, подвеска просто хорошо, да. И новое сиденье не шутка, это правда главная тема. Да, правда. Это как купить себе лучшее кресло, максимально комфортное. И ткань, как я уже говорил, плюс. Зимой не холодная, летом добавляем охлаждение и подогрев ремня. И это еще лучше. Интересно, кстати, у Ли подогрев включен. И эти зоны тоже греются. А у меня нет. Как держаться за руки? Но да, с машиной да, держаться за руки с машиной. Это на самом деле здорово, да. И даже стоя в городе, это и есть крутая модель. И так тихо, городская езда очень впечатляет. Да, дождь, трафик и небольшое урчание рядного шестицилиндрового. Приятный культурный двигатель, да. И вот S500, 450 лошадиных сил, разгон. На автобане скоро покажем эту тягу. Что еще можно показать здесь? Переключимся в правильный режим, чтобы все работало как надо. И проверим. Иногда, знаете, от систем помощи вид светофора тоже интересно. Там камера, которая следит за сигналом. Звуковой сигнал нового ограничения нет уж. Удержание полосы и смена. Здесь все включено. Проверяем, что все нужно активировано. Attention Assist, почему нет? И вот новая функция. В городе машина сама останавливается на светофоре автоматически. Там даже знак светофора над дорогой. Да, вижу. Да, точно. Но сама не стартует. Нужно слегка тронуть педаль и поедет снова. Попробуй сейчас. Когда подъедем к светофору. Реально ли остановится? Это для меня новинка. Остановилась. И машина оснащена всем необходимым железом. То есть при последующих обновлениях по воздуху, когда появится функция движения без рук на автобане, ее можно будет получить по воздуху. Не нужно покупать новый S-класс. Здорово. На городских дорогах тоже можно использовать круиз-контроль. Не обязательный, но полезный. Но возьмем. И правда ценю, что этот ролик все управляет. Слышите? Точно. Клик-клик-клик. Просто более качественное ощущение от управления. Посмотрим, остановится ли сейчас. Да. Но машина сначала остановилась за другим автомобилем впереди. Но потом тот уехал. И вот значок светофора на экране. Здорово. Это отработало хорошо.
Уже неплохой тест в реальных условиях. Я всегда люблю проверять вот так. В реальных ситуациях вместе с вами. Никак, отрепетировали 50 раз, выбрали идеальный момент. Нет, показываем как есть, в разных ситуациях. И думаю, этот метод «Жизнь в кадре», которого мы придерживаемся на нашем канале, дает самый честный результат. Иногда не получается, и это тоже часть опыта. Кстати, парковку мы делали для английской версии. Там все прошло отлично, с первого раза. Потом повторили для немецкой и не вышло. Да, остановились немного из-за вот этого столба. Но главный вопрос, конечно, смог бы я убедить Лию пересесть на S-класс. Ведь она любит GLC. Да, кроссовер выигрывает по посадке, сидишь выше. Но эти сиденья правда хороши. И плюс этот парящий комфорт. GLC тоже доступен с пневмоподвеской. Но, думаю, придется признать, пневмоподвеска S-класса на другом уровне, она мягче. Да, это правда. А с этими сиденьями еще лучше. Да-да. Так что вопрос. S-класс комфортней? GLC выше посадка, это свое преимущество. Наверное, это стоит принять во внимание. Да, может. Когда едем долго, да. Но я могу убедить тебя подвеской, правда? Не знаю, не знаю. Потому что все равно длинная даже в короткобазовой. Да, да. Но она, конечно, она всегда права, разумеется. И вот в чем снова суть S-класса. Никому не нужен S-класс, но все его хотят, да. Вот почему я говорил про виноватое удовольствие. Я понимаю, что брать S-класс нерационально. Но именно поэтому я и торможу себя сейчас. Бывает такая ситуация, все знают. Может, едешь чуть быстро или нужно тормозить. Светофор желтый, уже красный, да, всегда так. Но хорошие тормоза, да. И тормоза здесь хорошо настроены. Чувствуешь это уже через сиденье и подвеску, да. И об этом можно говорить очень долго. Да-да. Дождливый день, много трафика. И мы в нашей кабине и так тепло. Невероятно. Да, правда, невероятно. И жду с нетерпением. Скоро будем делать рестайлинг BMW 7 серии. И там снова пройдем сравнение с тем, что мы видели сегодня на S-классе. Планка поднимается и здесь. Ну и очень интересно. Когда они привезут полностью электрический S-класс, это был бы следующий шаг. Тише, нет звукодвигателя, да. Сейчас есть EQS. Но думаю, что бы они ни делали, EQS пока не зашел так, как хотелось бы. С рестайлингом улучшили. Но S-классу все равно есть что предложить там, где EQS не может угнаться. EQS фантастический автомобиль, без сомнений. Едет великолепно, но визуально тут можно долго спорить. Да, поэтому люди все равно предпочитают подключаемый гибрид. Подключаемый гибрид, конечно, имеет и электрический запас хода. Мы тоже ездили 2 недели. Около 80 километров или 50 миль электрикой. Правда, багажник ограничен. Да. Но зато можно расслабиться. Подушки, подвеска и все такое. За окном дождь усиливается. И знаете, Mercedes с обновленными внешними элементами, пожалуй, получает еще больше звезд от взглядов, чем раньше. Вау. И время для немецкого автобана. Немецкий автобан, спортивный режим, поехали. Фух, вот это 40 до 100. Точную цифру не покажем. Из соображений безопасности. Полосу менять во время этого не знаю как. Следующий с 82. Поехали.
Ого, вот это с 80 до 120. Двигатель довольно громкий. Да, интересный звук. Красивое урчание шестерки. Ощущение это не 8 цилиндров, это 6. И все же звучит приятно. 450 лошадей, 4,7 секунды до 100, конечно, более чем достаточно. 120 км в час, 70 миль в час. И снаружи неприятно, но внутри все чудесно. Вау. О, эти подголовники из микрофибры. И скажу, это реально меняет все, когда становится теплее. Правда хорошо. Да. Интересное ощущение. Да. Мне лично это казалось необязательной функцией, но Лия права. Для женщин может реально помочь. Это приятно. Ну, я бы предпочел охлаждение сидений летом. И, конечно, подогрев руля. Вот еще одна деталь. Активируется голосовым управлением. Жаль, нет отдельной кнопки. Да. Но зато здесь такая уютная атмосфера, даже на автобане все сделано здорово. Не кренится лишнего, просто спокойно справляется со всем, что встречается на дороге. Устанавливаешь круиз-контроль и держит полосу. Надо признать, BMW сейчас немного впереди, у них все отточено. И движение без рук до 130 км в час. Mercedes говорит и обещает, что догонит. И как только функция появится, ее можно будет получить через обновление по воздуху. Да. Новый S-класс покупать не нужно. Да, точно. Это можно будет добавить и в этот. Когда станет доступно, это здорово. Можем ехать хоть 10 часов, и я буду в порядке. Да. В таких условиях трафик, стройка, плохая видимость. Ассистент очень помог бы. Не лучший день снаружи, но вот смотришь на этот салон и чувствуешь себя как на диване. Льняные сиденья, подушки, подвеска просто плывет. Это пиратский корабль. Что это? Как пиратский корабль? Да, я это уже видел. Невероятно, мы ехали раньше в городе. Буквально пиратский бар. Пиратен бар, да. Ну, вы понимаете. И потом, не уверен, сначала видели этого парня на мотоцикле, теперь сделали небольшую остановку, и он снова здесь. Похоже, следует за нами. Пиратский призрак к автомобилю. Да, но вот снова. Едва ли есть другая машина, где так можно расслабиться. Это правда невероятно. Ничего лишнего не надо. Я думаю, Майбах... Не понимаю зачем. Ну и Бентли, Rolls-Royce, по-моему, не нужно. Нет, здесь все и так отлично, да. Буквально, если не лучший автомобиль для автобана, то один из них. Такая тишина, великолепная шумоизоляция. Звучит как в кино, правда? Великолепная шумоизоляция. Или как в фильме ужасов. Да. Но это тоже здорово. Пассивная классическая шумоизоляция плюс система активного шумоподавления. Она была еще в Майбах до рестайлинга. С рестайлингом убрали. Потому что шумоизоляция стала настолько хорошей, что активное шумоподавление просто не нужно. И я всегда чувствую, что активное шумоподавление какое-то искусственное. Как вакуум рядом с ухом, как в самолете с наушниками. С хорошими наушниками в самолете да работает. Но в машине, по-моему, менее эффективно. Не знаю. Может, у всех по-разному. Но мне кажется, лучше именно с классической пассивной изоляцией, да. Очень жду рестайлинг 7 серии. Да. Надо сравнить. Хотите сравнение? Наверное.
Хотите посмотреть нас с рестайлингом 7 серии? Мы делали это с версией до рестайлинга. И там тоже было сравнение. Здесь с рестайлингом и Mercedes и 7 серию интересно сравнить. Точно, много чего изменилось. Когда поедем, возьмем многое из того, что узнали сегодня на S-классе. И, кстати, руль. Машина не спортивная, но руль точный, это хорошо. Да. Кстати, контурная подсветка. Видно, когда пересекаешь полосу. Да, реагирует. Включено. Еще ускорение. Спортивный режим 100. Вот это 160. Вау. Ну, 160 как будто стоишь. Это то, что иногда называют суверенной ездой. Да, чисто немецкая история. Внимание, ограничение 100. Бейнассе означает 100, когда дорога мокрая. И всегда спор. Когда дорога официально считается мокрой. Да, иногда говорят, когда видишь воду на дороге. Что значит мокро? Да, точно. Вот что она сказала. Да, когда она делает такие замечания, ей можно. Мне не очень разрешено, да. Но здесь, думаю, можно считать мокрой. Да, наверное. Да, но уже отменили снова. Дождь идет весь день. Слышал, во Франции, как только видишь дождь на стекле, уже считается. Посмотрим потом. Да. Всегда спор о том, что официально считается мокрой дорогой. Но думаю, когда видишь еще и водную пыль от других машин, это уже аргумент. И я спокойно еду 130 км в час, и по-прежнему полная тишина. Машина дает огромную уверенность на автобане. Ощущение, что почти стоишь. 150 км в час, 90 миль в час. Ничего. Почти не слышно ветра. Просто откидываешься назад. Снаружи, правда, плохая погода, серьезно. Да, 8 градусов. Ужасно. Да, типичный май в Германии. Да. Хотя с другой стороны в марте было и 20 с лишним. Да, тоже, наверное, часть изменения климата. Вау, какой автомобиль для автобана. Да, нам хорошо, это машина для автобана, да. Так что думаю, об этом поговорим. Не знаю, что Mercedes собирается делать с этим автомобилем для тестов дальше. Посмотрим. Будут внутренние обсуждения, да. Скажу честно, виновато удовольствие на лицо. Томас явно влюбился. Да, я правда влюбился, надо признать. Да. О, красота. Спереди видно 116 рядом со 126. Расход на нашем тест-драйве. В основном трасса, но и немного города. Получилось 8,7 литра на 100 километров. Это около 26 миль на галлон США и 31 миля на галлон Великобритании. Думаю, для такой мощной машины нормально. И, конечно, о цене. Может, BMW 7 серии лучше? Хотя я очень доволен выбором сидений. Базовая эргономика кресел BMW все равно немного лучше. И BMW впереди по системам помощи. То, что мы испытали на автобане, очень сильное развитие у BMW. Приложение работает плавнее, движение без рук доступно. Они впереди в этом отношении. Но у Mercedes S-класса для меня главное это как он плывет. Как работает пневмоподвеска, BMW будет острее настроен. А S-класс с этим парящим ощущением. Именно это делает его особенным. И с задними управляемыми колесами. Разница между короткой и длинной базой не такая большая, как кажется. Короткая база скорее для Европы, длинная для остального мира. Больше пространства, больше заднеприводных сценариев. Что еще можно улучшить? Хотелось бы физические регуляторы.
Приборная панель немного медленно реагирует при запуске. Сенсорные зоны на руле лишние. Хотя ролики и качалки вернули шаг вперед. Консоль переделали, это лучше, чем раньше. Но все равно, даже в одном из самых впечатляющих автомобилей есть что улучшить. О цене и виноватом удовольствии. Стартует примерно от 120 тысяч евро. S500 140 тысяч. Со всеми опциями, что здесь, серьезная цифра. И какой же лизинговый платеж нам показывали? Там был первоначальный взнос или нет? Да, может еще открыто. Ты еще смотришь? Да, лизинговый платеж был 1900. Всегда нужно уточнять, входит ли первоначальный взнос в лизинговый платеж или нет. Да? Да. Когда убирать первоначальный взнос, лизинговая ставка. Отдельный взнос поверх лизинга. Поставим 0, посмотрим, что покажет. Да, 15 тысяч километров в год. Лизинговый платеж около 3200 евро в месяц. Ну, пожалуй, лучше возьмем GLC. Yeah. Да, вот примерно так. Нужно сделать шаг назад. Mercedes GLC или GLC Q примерно вдвое дешевле. Уже предлагает большую часть этой роскоши. Так что доплата за S-класс. Тем не менее, очень интересный опыт сегодня. Надеюсь, вам тоже понравилось. И теперь время посмотреть на обновленный BMW 7 серии.